Оттенки декораций. Теперь остановимся подробнее на том, что же вы, собственно, видите в результате транзакции. Все это настолько невероятно, что вызывает резонные сомнения. Может, это какая-то иллюзия, обусловленная свойствами человеческого восприятия? Где гарантия, что наблюдается именно смена оттенков декораций при переходе от одного сектора к другому? Как я уже говорил, да вы и сами знаете, в сновидениях внешность знакомых людей не совсем обычная. Во сне, наблюдая отражение в зеркале, вы опять же видите свое, но в то же время чужое лицо. Вся привычная обстановка имеет совсем другой вид. Те же улицы и дома, но выглядят они иначе. Реальный мир тоже со временем меняется. Дома красят в другой цвет, деревья вырастают, люди стареют. Все эти изменения естественны. И в то же время движение материальной реализации идет не по одной прямой линии. Как отличить декорации одной линии от другой? Можно сказать, что это было бы невозможно, если бы не такое изобретение, как фотография. Посмотрите альбомы со старыми фотографиями. Сравнивая пейзажи, вы не сможете однозначно выделить отличия в оттенках декораций разных линий, потому что внешний облик местности быстро меняется в силу естественных причин. Есть более наглядный и надежный способ. Сравните лица людей на снимках в разные периоды времени. Казалось бы, внешность человека должна меняться по мере старения линейно. Однако вы наблюдаете совсем другую картину. Внешность на разных фотографиях значительно отличается. Причем эти отличия не носят линейный характер. Даже если не обращать внимания на разные прически и сравнивать снимки из средней части жизни человека, когда лицо не очень значительно взрослеет или стареет, все равно проявляются ощутимые отличия. Лицо того же человека, но оно другое. И дело не в том, что он постарел, или сменил прическу, или эмоции были разные. Оно приобрело другой рисунок, в нем появилось что-то иное. Вот это и есть разница в оттенках декораций. Вы и раньше знали, что человек меняется. Но, возможно, не обращали внимания на характерную разницу в оттенках. Полистайте старые альбомы и сами убедитесь. У некоторых людей эта разница может быть настолько ощутимой, что, встретив человека через несколько лет, можно его просто не узнать. Сравнив свои фотографии в качественно разные периоды жизни, вы увидите значительные отличия в оттенках. Можете составить себе представление, как выглядит ваша реализация в качественно различных секторах пространства вариантов. Ну а сами фотографии, которые лежат в альбоме, пока вы перемещаетесь по секторам, они ведь тоже должны приобретать другие оттенки. Конечно, но оттенки односложных предметов настолько незначительны, что заметить их практически невозможно. Если будете выполнять транзакцию, фиксируя ясный взгляд на кровать или шкаф, вам не удастся уловить никаких изменений. Поэтому я рекомендую выполнять транзакцию на улице, а не в односложной обстановке, тогда изменения будут заметны. Линия жизни – это цепочка секторов, примерно однородных по качеству. Декорации одной линии также приблизительно однородны. Когда слой вашего мира переходит на другую линию, происходит смена декораций. В зависимости от силы и качества различий, между линиями изменения в декорациях проявляются либо в виде легких оттенков, либо в форме значительных преображений. В любом случае вы наблюдаете именно качественную разницу в оттенках. Но где же здесь перемещение во времени, о котором я говорил? Двигаясь по линиям жизни естественным образом, мы плывем синхронно со временем, как по течению реки. Материальная реализация продвигается в пространстве вариантов, подобно пленке в кинопроекторе. Это движение мы воспринимаем как ход времени. Чтобы перемещаться относительно его, необходимо двигаться вперед, быстрее течения, или назад, против него. Это все равно, как если бы кадр вдруг начал перемещаться по самой пленке. В этом смысле путешествие во времени действительно невозможно. Другими словами, вы не можете переместиться вперед или назад во времени, находясь на одной и той же линии жизни. В противном случае будет иметь место нарушение причинно-следственных связей. Но перемещение во времени между различными линиями жизни теоретически возможно. В
В трансерфинге нет ответа на вопрос, как это делать. Да и перемещение во времени здесь идет в несколько другом ракурсе. Почему во время транзакции иногда всплывают ощущения прошлого? Этот феномен можно объяснить примерно следующим образом. С раннего детства душа интуитивно стремилась к своим целям через нужные двери. Тогда вы еще находились на линиях жизни, ведущих к ним. Возможно, у вас была мечта. Или, может быть, и сами не отдавали себе отчета, чего хотите, но все равно ваша душа знала, что вам нужно. Однако все мы в жизни больше подвержены влиянию деструктивных маятников, чем велением своего сердца. Не говоря уже о длинной веренице негативных ответвлений, которые проходит каждый человек из-за склонности к негативизму. Поэтому постепенно вы смещались от тех начальных линий, ведущих к цели, все дальше и дальше. Выполняя транзакцию, вы смещаетесь в обратном направлении и попадаете на линии, где уже бывали раньше, только позиция во времени теперь уже другая. Тот отрезок прежней линии, который могли бы пройти, уже позади. Но на саму линию вы все же вернулись. У каждой линии есть свойственные ей специфические особенности, привкусы, оттенки. Вот эти оттенки вы и ощущаете в момент ясного взгляда в конце транзакции. Не путайте только такие вещи, как, например, вид дома утром и вечером. Отличие оттенков разных линий – это совсем другое. Вы поймете, что я имею в виду, когда испытаете это ощущение. Вот это и есть тот самый возврат в прошлое, вперед на прежние линии жизни. Может быть, это не совсем то, что ожидали, но это реально. Представляете, какой крюк вы сделали, сойдя с тропинки и долго плутая в лесу. Но сейчас время не жалеть о прошлом, а радоваться тому, что снова постепенно возвращаетесь на свою стезю. Знаете, ведь большинство людей так и не может вернуться. Однако вовсе не обязательно, что вы почувствуете оттенок линии, на которой бывали раньше. Потому что путь к цели может лежать на новых линиях, где вы еще не бывали. В этом случае возврат на прежние линии не происходит вообще или только иногда. В пространстве вариантов линии жизни сильно переплетаются, и нам нет нужды разбираться, как именно работает трансерфинг. Возможно, в одном случае покажется, что данный оттенок вы уже где-то встречали, а в другом случае это будет что-то новое. Вы взглянули на знакомый вид, и вам показалось, что здесь есть какая-то новизна, особенный оттенок. И еще раз подчеркиваю, не новые детали, которые можете обнаружить и без всяких транзакций, а именно новые оттенки, стиль, настроение, значение, тема, мимолетное ощущение. Впрочем, вы и так все поймете, когда попробуете. У вас обязательно получится. Не нужно только стараться это делать. Разум со своей склонностью к тотальному контролю вечно все портит. Как только вы поймали себя на том, что изо всех сил стремитесь увидеть оттенки, лучше прекратите это занятие и возобновите тогда, когда горячее желание непременно получить результат поостынет. Помните о правилах выполнения транзакции, она не сработает, если вы напрягаетесь. Поверьте, у вас все получится легко и естественно, если только пошевелите мизинцем внешнего намерения. И напротив, все превратится в бесполезные усилия внутреннего намерения, если будете стараться получить результат. Если смена оттенков при транзакции не наблюдается, значит параметры текущей линии и так удовлетворяют проделанной визуализации. Это говорит о том, что вы транслируете излучение текущей линии жизни, и ваша цель впереди на этой линии. Но так или иначе, выполняя транзакцию, время от времени будете подмечать трансформацию оттенков. Восприятие оттенков проявляется не только на знакомых видах или пейзажах. Даже когда ваш ясный взгляд останавливается на картинах, которые вы видите в первый раз, появится мимолетное ощущение чего-то давно забытого или свежего, нового, именно нового, а не незнакомого. Когда вы смотрите на незнакомый вид, то просто констатируете для себя факт, что видите это в первый раз, ничего особенного при этом не замечая. В процессе же транзакции возникает явное ощущение. В картине появилось нечто, чего несколько секунд назад не было. Вы это почувствуете. Когда увидите оттенки, то будете поражены тем, насколько это реально.
Ведь признайтесь, читая эту книгу, вы все-таки до конца так и не верили в реальность пространства вариантов и линий жизни. Когда увидите своими глазами, не пугайтесь, это не мистика, но и не свойство человеческого восприятия, как может показаться. Вы вскоре обнаружите другие признаки перехода на новые линии жизни, никак не связанные с восприятием. Можете почувствовать, что отношение к вам окружающих людей без причины изменилось в лучшую сторону. Некоторые проблемы, сопровождающие вас каждый день, куда-то исчезли. В общем, сами заметите, какие атрибуты повседневной жизни изменились, хотя видимых причин для этого не было. Например, часы, остановившиеся много лет назад, могут пойти снова. Вообще в обычных условиях часы останавливаются по причине естественного засорения движущихся деталей. Стоит их почистить, и они пойдут снова. Однако очень часто часы и сложные приборы бытовой техники перестают работать сами собой или ломаются, когда их хозяева выходят из состояния равновесия. Так бывает в неспокойных, стрессовых, конфликтных ситуациях. Поломки приборов вызваны не энергией избыточных потенциалов, ее величина слишком мала и не направлена дифференцирована, чтобы вызывать какие-либо механические изменения. Энергия негативных переживаний индуцирует переход на линии жизни, где нарушено равновесие, где жизнь вышла из спокойного течения, где есть некоторые отклонения от нормы. На таких линиях все вроде остается по-прежнему, но что-то не так, неспокойно, неправильно. Словно на сцене декорации остались прежние, а освещение изменилось, или прозрачный воздух затянула пелена, или вода замутилась. Вот эти слабые изменения и влияют на работу чувствительных сложных приборов и точных механизмов, для которых легкая пелена становится заметной. Есть даже категория людей, у которых все в руках горит. Такие люди обычно постоянно находятся в состоянии отклонения от нормального равновесия, они или слишком рассеяны, или взвинчены, или напряжены, или беспокойны. Чувствительные приборы, попадая на мутные линии этих несчастных, выходят из строя. Так вот, если ваши часы снова пошли, значит вам удалось перейти на чистые линии жизни. Но пусть вас не беспокоит, если часы упорно не хотят работать, может быть, их просто нужно сдать в мастерскую. Теперь вы знаете, что путешествуете не только в пространстве вариантов, но в определенном смысле и во времени. Прошедшее уже не вернешь. Но можно вернуть то свежее ощущение новизны, надежды и счастья, которое было утрачено в результате движения по цепочке негативных ответвлений. В начале книги уже говорилось о том, почему со временем пропадает ощущение свежести жизни. Движение к вашей цели – это возврат в прошлое, когда мороженое было вкусным, надежды радужными, и жизнь казалась такой радостной и многообещающей. Не унывайте, прошлое впереди,